Друзья мои, я приболела и не хочу сейчас появляться на экране. И сами не захотите меня такое видеть. Так что не обессудьте, извините мой скрипучий голос. Займемся нашей героиней. Я упоминала о ней, рассказывая о знаменитых куртизанках Второй империи. Как я объясняла, среди женщин, составлявших парижский демимонд, большинство были выскочками из низов. Но в крайне редких случаях в полусвет входили дамы, которые пали в социальном смысле слова. Несмотря на то, что они были рождены в аристократических семьях, по прихоти судьбы или по каким-то особенностям характера, их больше не принимали ни в одной приличной гостиной. Выдающимся представителем таких женщин была Вирджиния Алдаини, графиня де Кастильоне. Многие из вас слышали о ней раньше. Скорее всего, в контексте того, что, может быть, она не была самой красивой, но точно самой тщеславной женщиной Европы. Первая королева селфи. Она была сфотографирована около 700 раз, что сделало ее самой фотографируемой персоной XIX века. Соревноваться с ней за этот титул могла только английская королева Виктория. В отличие от королевы, графиня Кастильоне не была фотографируема потому, что знаменита. Наоборот, она прославилась тем, что ее фотографировали. В наше время трудно понять, что в этом такого. Но мы говорим о времени, когда фотография все еще считалась искусством и наукой, и была довольно дорогим удовольствием. Люди не фотографировались рутинно просто так от нечего делать. Фотография была серьезной профессией, требовавшей больших знаний и значительного оборудования. До 80-х годов XIX века у людей не было своих фотоаппаратов, и все ходили фотографироваться в фотостудии. В результате большинство людей имело одну фотокарточку, свадебную. Простой дагеротип мог стоить $5 или больше в 1850 году. На современные деньги это больше $150 за одну единственную, нерепродуцируемую фотографию, потому что дагеротип не был отпечатком. Это была та самая пластина, которая выходила из камеры, единственная и уникальная. Но фотография во второй половине века делает мощнейший рывок вперед и становится куда более демократичной и приобретает совершенно уникальное место в жизни людей, меняя взгляд на вещи и порождая новый вид искусства. И графиня Кастильоне становится пионером этого процесса. В сегодняшнем рассказе я собираюсь защищать гипотезу, что Кастильоне не была полусумасшедшей нарциссистской эксгибиционисткой, какую ее обычно изображают в популярных статьях. Ее следует рассматривать не как Кардашиан викторианского времени, а как модернистского художника со своеобразным видением, предтечу сюрреализма фотографии. Вирджиния, Елизабета и так далее Алдаини Рипполини родилась 22 марта 1837 года. Она потом будет оспаривать эту дату и убавлять себе годов, но она родилась в достаточно высокопоставленной семье, чтобы обстоятельства ее рождения были тщательно задокументированы. Она была дочерью маркиза Алдаини Рипполини и воспитывалась в прямом смысле слова в палаццо, во дворце, со всеми вытекающими. Ее воспитывал дед, души не чаявший в прелестном ребенке. В результате Вирджиния выросла исключительно уверенной в себе. Некоторые будут говорить патологически самовлюбленной и надменной. Ей, похоже, было действительно наплевать на то, что думают о ней окружающие. Она отличалась свободомыслием и независимостью, доходящей до легкой социопатии. И эти черты характера сформировали ее судьбу. Другой силой, повернувшей ее жизнь в необычное русло, стала политика. Вирджиния родилась на западном побережье современной Италии, в королевстве Пьемонт-Сардиния. Мы не можем начать рассказывать о скандальной жизни нашей героини без того, чтобы разобраться до какой-то степени в истории объединения Италии. Il Risorgimento, как называют этот процесс сами итальянцы, возрождение. Потому что ее кузеном, и, как многие считали, кукловодом, стоявшим за спиной этой великолепной куклы, был великий Кавур. Камилла Паула Филиппо Джулио Бенца, граф Кавур Изабелла Эллери, или, как все его называли, просто Кавур, был одной из масштабных политических фигур XIX века.
В конце жизни, после долгих трудов, он станет первым премьер-министром новой страны – Италии. Но в начале его деятельности никакой Италии еще не существовало. В конце 18-го, начале 19 века Италия представляла собой... Ничего она собой не представляла. Никакой Италии страны тогда еще не было. Апеннинский полуостров с прилежащими островами был, я не проводила конкурса, но, вероятно, самым отсталым местом в Европе. Там был нормальный такой феодализм в пушкинское время. Италия была раздроблена на маленькие изолированные государства, причем большая часть из этих государств управлялась не итальянцами. Ломбардия была частью Австрии, Венеция была австрийским городом, королевство двух Сицилий управлялось бурбонами, Тоскана – Габсбургами. Единственной по-настоящему независимой итальянской землей была родина Кавура и Вирджинии, королевство Пьемонт-Сардиния. Оно имело очень странную форму. Королевство состояло на тот момент из острова Сардиния и материковых владений в северо-западной Италии, которые Франция периодически считала юго-восточной Францией. Это были исконно непонятно чьи земли, которые Наполеон Бонапарт бесцеремонно присоединил к Французской республике. Помните картину «Суворов переходит Альпы»? Это он спешит на помощь сардинскому королю, который был вынужден бежать от французской агрессии на свою Сардинию. Кавур родился в Турине во время французской оккупации. Но это не означает, что его семья прямо страдала под французами. Напротив, они приобрели значительные владения при Бонапарте. Сестра Наполеона Полина и ее муж, принц Камило Боргезе, были крестными родителями Кавура, в честь которого он был назван Камило. Бонапарт, как вы помните, был итальянцем. На тот момент Франция была маяком либерализма в Европе, распространителем революционных прогрессивных идей, конституции, равенства и братства. Французское владычество было для многих частей Европы временем, когда там появились хоть какие-то гражданские свободы и начался промышленный прогресс. Но с падением Наполеона прежние властители Европы попытались вернуть свои права и сделать все, как было раньше. Возвращенный из изгнания король Сардинии Виктор Эммануил издал эдикт, которым все, введенное французами, объявлялось отмененным. Эдикт уничтожал религиозное равноправие, отнимал у иноверцев гражданские права, снова предписывал евреям носить особые знаки и лишал их права владеть недвижимостью, восстанавливал духовные, военные и другие особые суды с применением колесования и четвертования. Он до того дошел, что приказал уничтожить проложенные французами дороги, что и было частично приведено в исполнение. Народ понял, что при захватчиках было лучше, чем при своих сатрапах, и дело кончилось народным восстанием и отречением этого придурка от трона. И последующие короли Пьемонта встанут на путь прогресса. И Кавур будет важной фигурой в этом процессе. Кавур считал, что экономический прогресс должен предшествовать политическим изменениям. Он также был одним из решительных сторонников введения в Пьемонт-Сардинии конституции, которая будет принята и впоследствии станет первой конституцией Объединенной Италии. Став премьер-министром Сардинии, Кавур реформировал уголовный кодекс, ограничил права церкви и дал Сардинии сеть железных дорог, составляющей половину протяженности дорог всей Италии. Выступив защитой свободы печати, Кавур основал газету «Il Risorgimento» – «Возрождение», словом, которым начнут называть движение за освобождение Италии из-под иностранного влияния и объединение страны. Под его руководством Пьемонт-Сардиния становится не только единственной независимой, но и самой экономически благополучной страной Апеннинского полуострова. В глазах патриотов всей Италии Пьемонт становится образцом для подражания и примером того, как может расцвести их страна, если скинуть феодальное ярмо и зарубежную власть. Фактически никто не сомневался, что объединение Италии должно случиться вокруг Пьемонта-Сардинии. И ближайшей целью внешней политики Кавура стало сближение с Францией, при помощи которой он намеревался вытеснить Австрию и ее ставленников из Италии. Теперь вы лучше понимаете условия, в которых воспитывалась юная Вирджиния. То, что она родилась девочкой, не избавляло ее от необходимости разбираться в политике. Просто она не могла открыто и официально в нее вмешиваться. Ее место было за кулисами. В 17 лет она была очень хорошо выдана замуж. Франческо Верасис, граф Кастильоне, был молод, всего на 12 лет старше ее, страстен и обожал юную жену. А она же не испытывала к нему никаких особых чувств. Перед свадьбой
Вирджиния сообщила Верасису, что ей безразлично его присутствие, и если они поженятся, он может винить только себя в своих будущих страданиях. Он к ее словам не прислушался, а зря. В должный срок у молодой пары родился сын Джорджо, после чего Вирджиния сочла свой супружеский долг навечно выполненным. И вот тут-то Кавур и начал давить на чету, чтобы они переехали в Париж, ко двору французского короля, потому что там от них, особенно от нее, может быть большая польза. И в декабре 1855 года Вирджиния и Верасис отправились в Париж, якобы для того, чтобы навестить родню. Настоящей же причиной были международные интриги, возможный шпионаж и заговоры, изменившие географию Западной Европы. Разумеется, у нас нет конкретных неопровержимых документов, говорящих напрямую, что Вирджиния была заслана Кавуром в Париж, чтобы соблазнить Наполеона III и склонить его к пособничеству в войне Пьемонта против Австрии. Но сплетни были уж очень упорны. С другой стороны, когда иностранка, итальянка, добивается внимания вашего короля, как тут не заподозрить, что это мафия? Не лишне здесь заметить, что Вирджиния, которой на тот момент 19 или 20 лет, и Луи Наполеон, которому стукнуло 50, были знакомы до этого. Как я упоминала, семья Вирджинии была близка семье Бонапартов, то есть они встречались до этого. Для императора Вирджиния была звонкоголосой птичкой из беспечной юности. Она была очаровательна со своими белокурыми кудрями и меланхоличным взглядом глаз, цвет которых менялся от зеленого в синий. Короче говоря, неизвестно, пришлось ли графине Кастильоне прибегать к каким-то особым уловкам, но она переплюнула в марафоне за внимание Наполеона III даже знаменитую Вальтес. Когда мы сегодня смотрим на ее фотографии, даже самые ранние, мы не видим этой легендарной поразительной красоты, при виде которой жена австрийского посла, по ее словам, окаменела, как при виде чуда. Но она была молода и амбициозна и умела себя подать. Принцесса Меттерних писала о юной графине Кастильоне. Чудесные волосы, талия нимфы. Одним словом, Венера сошла с Олимпа. Но через несколько минут она начинала действовать вам на нервы. Вирджиния ди Кастильоне была очень образована и умна. Она свободно владела 6 языками, разбиралась в политике и экономике и беседовала на равных с европейскими министрами. Она была полна сознания своего превосходства. Она ведет себя так, как будто люди обязаны восхищаться ею и молиться на нее. Она почти никогда не разговаривает с женщинами. К февралю 1856 года у Наполеона III и графини начался роман. Подробности его, вплоть до точной даты его начала, хорошо задокументированы. Посол Великобритании во Франции лорд Кроули сообщил все детали в письме, которое он направил в свое Министерство иностранных дел. На маскараде 5 февраля 1856 года графиня появилась в костюме, который назовут самым фантастическим и смелым, какой только можно себе представить. Платье было расшито многочисленными сердцами, из-за чего ей немедленно дали прозвище «Дама червей». Весь парижский свет шептался у нее за спиной. Она новая любовница императора. Она не носит корсетов. Она связана с итальянскими карбонариями. Она иностранная шпионка. Роман Кастильоне с императором был очень открытым, у всех на устах, и ее брак не пережил этого. Муж Вирджинии, Верасис, был в ярости не столько из-за того, что жена публично сделала его рогоносцем, сколько из-за того, что она потратила на платье около 2 миллионов франков менее чем за 2 года, фактически разорив его. Верасис бросил ее в Париже, а сам вернулся домой на Сардинию, прихватив с собой сына. Я читала, что они развелись, но не уверена, что они в прямом смысле слова могли оформить развод в католической-то стране в то время. Скорее всего, они просто разъехались. Поправьте меня, если у вас другие сведения. Верасис наверняка предупреждал жену, что добром это не кончится, и был прав. Роман между Кастильоне и императором длился всего чуть больше года. 26 апреля 1857, когда Наполеон III выходил из квартиры графини на улице Монтень, на него было совершено покушение. Это было не первое и не последнее покушение на его жизнь. Но император не смог отмахнуться от слухов, витавших вокруг его итальянки. Многие считали слишком странным совпадением, что неудавшееся убийство произошло, когда Луи Наполеон покидал дом Кастильоне, и не верили, что это произошло без личного участия графини. Поддавшись
то ли паранойи, то ли давлению света, Наполеон III разорвал их отношения. Кастильоне фактически подвергается остракизму при дворе. Ее нигде не принимают, в глазах французов она засланная итальянскими революционерами террористка, и графиня, поджав хвост, удаляется из Парижа и исчезает на 4 года из светской жизни. Ее неприятели злорадствуют. Но пока она отсутствовала, Наполеон III по собственной инициативе начал переговоры с Кавуром на тему поддержки Пьемонт-Сардинии против Австрии. Абсолютно возможно, что это было чистой воды совпадением, и Наполеон III решился поддержать дело объединения Италии безо всякого влияния графини Кастильоне. Но факт остается фактом. Кавур и Наполеон заключают договор. Пьемонт провоцирует начало войны с Австрией. Гарибальди наступает, австрийцы бегут, в Центральной Италии проходят плебисциты. Все это было гораздо сложнее, чем я сейчас рассказываю. Но в конце концов, 17 марта 1861 года сардинский король Виктор Эммануил II был провозглашен королем Объединенной Италии. Италия стала самостоятельной страной после тысячелетней раздробленности и правления иностранцев. Кавур становится первым премьер-министром новой страны, но ненадолго, он скончается в том же году. А Вирджиния возвращается из добровольного изгнания в Париж. Начинается второй период ее невероятной жизни, прежде чем она начнет свое печальное падение в безумие и безвестность. К середине века уникальные, не поддающиеся размножению дагеротипы были заменены стеклянными негативами, с которых можно было отпечатать столько фотографий, сколько вам было угодно. Фотография удешевлялась на глазах. Творческий взлет графини совпал с изобретением нового, более простого, но все еще по нашим стандартам громоздкого и вонючего фотопроцесса – альбуминовой печати, при котором фотография делается на специально подготовленной бумаге, которую покрывают сначала альбумином, получаемым из белков тухлых яиц, а потом нитратом серебра. Такие листы становятся фоточувствительными, их нужно немедленно помещать под стеклянные пластины негативов и выставлять на солнечный свет. И тогда на бумаге появляется позитивное изображение. И поскольку картинка не впитывается в бумагу, а как бы плывет над ней на слое белка, этим достигаются снимки исключительной четкости и контрастности, из-за чего фотографии, сделанные этим процессом, дают почти пугающее ощущение реализма. Посмотрите на этот знаменитый портрет Кастильоне, названный «Безумная шутка». На первый взгляд кажется, что графиня смотрит на вас из-под маски, но приглядевшись, мы понимаем, что она смотрит в пустую фоторамку. Вот ее ножка отогнута налево. Как бы вы ни приближались к снимку, четкость не падает. Виден каждый волосок, каждая бусина. Глубина резкости очень мала, и это придает подчеркнутую выпуклость объектам и одновременно ограничивает наше поле внимания, сосредотачивая взгляд зрителя на ее лице, на этой рамке. Она словно бы манипулирует нашим вниманием, не дает отвлечься, не дает взгляду уплыть за периферию снимка, заставляет смотреть ей в глаза, в прорезь рамки. Это шутка, опасная шалость. То, чего за 10 лет до этого было невозможно ожидать от фотографии. Удешевление фотографий позволило полностью изменить отношение людей к фотографии и портрету. Живописные портреты и дагеротипы были очень дороги, требовали времени, серьезного подхода к процессу и не оставляли места для шуток. Теперь же любой получил возможность подчинить себе время, остановить мгновение, любое мгновение, овладеть самой правдой жизни. Жестокий реализм фотоаппарата полностью изменял отношение к изображению. Это было документальное свидетельство, окно в прошлое, осколок реальности. Но Вирджиния Кастильоне сделает еще один шаг вперед. От буквализма документального портрета она перейдет к границам того, что в будущем назовут сюрреализмом. Один из современников, видевший графиню в 1863 году на балу в Тюильри, писал: «Я увидел статную женщину не первой молодости, с правильными чертами лица и довольно длинным носом, яркими красками, большими глазами, по мнению многих выразительными, но, по моему мнению, выражавших только удивление, что, впрочем, было бы весьма несправедливо, потому что женщина эта удивляет только других, сама же ничему не удивляется. Платье на ней было белое с черным, на голове стояли в ряды блестящие черные перья, похожие на павлиньи. Такие же перья покрывали плечи и падали по платью. Наряд поистине оригинальный.
Уже одного такого костюма достаточно, чтобы обратить на себя внимание. Прибавить к этому, что красавица эта всегда так одевается, занята только своей красотой и довольно грубо обходится со всеми, что, несмотря на ее щегольство, у нее нет состояния, и что об отношениях ее с императором долго носились не совсем добрые слухи, то станет понятно, почему парижане толпятся около графини Кастильоне. Описание типичной звезды полусвета, как вы легко можете определить. Этой женщине не первой молодости, 26 лет, но она выглядит уставшей. Говорят, у нее было много любовников, включая банкира Ротшильда и директора Лувра. Никто не знает источника ее доходов. А когда ее бывший коронованный любовник ввязался в войну с Пруссией, она еще раз проявит свои дипломатические способности и на секретной встрече уговорит Отто Бисмарка не оккупировать Париж, и город пощадили. Но ей уже не было дела до императоров и канцлеров. Все, что ее интересовало тогда, это искусство рисования светом. Имя графини Кастильоне неразрывно связано с фотомастерской Пьерсона. К тому времени, когда Пьерсон познакомится с Кастильоне, Мейзон Мейер и Пьерсон была, пожалуй, самой престижной фотостудией периода Второй империи. Среди своих клиентов они числили не только императора Наполеона III, но также королеву Нидерландов, королей Португалии, Норвегии и Швеции. Графиня Кастильоне начала позировать для Пьерсона еще в 1856 году, в год ее дебюта при французском дворе. И в фотографе, великолепно владевшем техникой и внимательно прислушивавшимся к требованиям своих знатных клиентов, она нашла уникального соавтора – идеальный инструмент для воплощения ее идей. В течение почти 40 лет Пьерсон создаст 700 фотографий Кастильоне. Ее ранние портреты не представляют собой ничего особенного. Обычные светские фотокарточки красивой молодой дамы, демонстрирующей свои наряды и маленького сына. Но к 60-м годам реальность в ее фотопортретах уступает место маскараду. Сначала она в прямом смысле слова фотографируется в карнавальных костюмах. Королева ночи, финская девушка, финны вздрогнули, маркиза старого режима в фижмах. Но вскоре она начнет появляться в образах, немыслимых на костюмированных балах. Босая, растрепанная, обмотанная веревками и цепями. Она на сцене, она перевоплощается в образы эпических героинь. Вот она вырывается из-за занавеса, цветы в волосах, взор гневен, брови нахмурены, в руке кинжал. Она библейская Юдифь. А вот она королева древних этрусков, экзотическая дикая дева, воплощение бунтующей души Италии. А на другом снимке она монахиня белая, а на этом монахиня черная. Говорят, что свое фото в образе Медеи, озаглавленное «Месть», она послала своим обидчикам. Ей надо было бы стать актрисой, но в те годы это было совершенно невозможно для дамы ее круга, даже брошенной мужем. Хотя она сама никогда не стояла за фотокамерой, она была арт-директором каждой фотосессии и оставила подробные инструкции на пробных оттисках. Например, на оборотной стороне репродукции фотографии под названием «Испуг» название выбирала она сама. Аккуратным почерком графини указано: обломки пожара на балу, люстра на полу, все бегут, белое атласное платье, блестящий черный красный виноград с темно-зелеными и красными листьями. Удалите локон на шее, замените наглядной лозой. Покройте всю правую сторону волос фоновым цветом. Большинство ее фотографий в их финальном варианте раскрашены и помещены в широкие золотистые рамки, как картины. С современной точки зрения они вульгарны и смешны. Их черно-белые оригиналы обладают гораздо большей художественной силой. Но тогда люди еще только привыкают к черно-белой суровости фотографий. Это было время экспериментов. И не все они были удачные. Вирджиния была чем-то на вроде инстаграм-модели, но до инстаграма. Она создавала то, что сейчас называют advanced selfie, больше, чем автопортрет. Иногда позы, в которых она фотографировалась, были неприличны с точки зрения тогдашнего общества. Вирджиния считала, что у нее исключительно красивые ноги, и она сделала несколько фотографий своих конечностей, как произведение искусства. Ее самые оригинальные и странные снимки пугают неоднозначностью и мистическим ощущением, что это не реальность, а воплощенная фантазия. Что женщина на фото не позирует, что мы случайно застали ее на границе яви и сна.
Посмотрите, к примеру, на этот снимок, где маленький сын Вирджинии Джорджио дернулся во время выдержки. Строго говоря, это фотографический брак, и с точки зрения традиционного портрета этот негатив не должен был быть сохранен. Но она его не выкинула, она его сохранила. Для нее это не баг, а фича. Именно это взгляд на вещи делает ее художником. Художник – это не просто тот, кто рисует, а тот, кто видит искусство в том, в чем другие люди не могут не видеть ничего красивого, интересного. И эта смесь натуралистичного, гиперреалистичного и нереального и абсурдного сближает ее с сюрреалистами XX века. Кастильоне провела свои преклонные годы в квартире на Вандомской площади, где комнаты были затянуты черным, шторы всегда опущены и не было зеркал. Графиня не могла смотреть на то, что годы сделали с ее лицом. Она выходила из квартиры только ночью. Смерть ее сына Джорджио в возрасте 24 лет еще больше ухудшила ее психическое здоровье. В 1890-х годах она снова начнет краткое сотрудничество с Пирсоном. Эти ее более поздние фотографии ясно показывают, что она потеряла всякое критическое суждение. Возможно, из-за ее растущей психической нестабильности. Она пытается воспроизвести портреты своей молодости и спускается почти до гротеска. Она умерла 28 ноября 1899 года в возрасте 62 лет и была похоронена на кладбище Пьер-Лашез. И после ее смерти в 1899 году итальянское правительство отложило передачу ее имущества ее наследникам и направила спецкоманду для проверки ее личных документов, чтобы убедиться, что ничего скандального и секретного не будет ненароком раскрыто. Утверждается, что после обыска большинство ее личных документов были уничтожены, но ее фотографии не были потеряны. Она всегда словно находилась на сцене и смотрела на себя со стороны. Кастильоне писала о себе в третьем лице. Вечный Отец не знал, что он творит в тот день, когда послал ее в мир. Он лепил и лепил, и когда он закончил, он посмотрел на свою дивную работу и был поражен. А потом он оставил ее в углу, не назначив ей места. И это была история прекрасной Кастильоне. Первая королева селфи или пионер сюрреализма? Вам решать. На сегодня у меня все. Пошла лечиться. Всего вам доброго и до свидания.